Всем привет! Сегодня у нас на обзоре смарт-часы Cubot C5. Это влагозащищенная версия. Компания позиционирует их, как будто бы они для девочек, но на самом деле все зависит от цвета корпуса. В комплекте мы получаем вот в такой вот классной упаковке, на которой изображена модель и ее цвет и надпись C5. В комплекте мы получаем дополнительно сменный ремешок другого цвета, полностью идентичен для этой модели, и магнитный кабель зарядки. Но есть еще комплектация черного цвета, и корпус черный, и ремешок синего цвета. А значит, подойдет с легкостью и для парней. А может быть, и девушки захотят именно такой цвет. В официальном магазине Cubot цена на эти смарт-часы 35,99. Правда, магазин дает купон, поэтому не забудьте опуститься ниже, вот сюда зайти и получить этот купон. После этого, если он будет на тот момент, когда вы будете заказывать, после этого цена станет 33,99. Давайте знакомиться с этой моделью, что умеет, и рассмотрим внешний вид. Сразу хочу сказать, что эти часы умеют очень многое, кроме как отвечать на звонки и измерять кислород и давление. Все остальное у них уже встроено. Хочу сразу обратить внимание, что эти смарт-часы имеют закругленный, выступающий над корпусом экран, но он обладает защитой Gorilla Glass 3-го поколения. Поэтому, если вы хотите защитить еще и этот защищенный экран, который, конечно же, будет со временем царапаться, я вам советую прикупить на него защитную пленку, гидрогелевую пленку. Ссылку оставлю на эту модель в описании под видео. Подходит для этой модели из других подобных смарт-часов, например, Amazfit Bip. Часы имеют очень качественную сборку. Нижняя часть, на которой располагаются датчики, и магнитная зарядка выполнены из пластика. Поверхность с датчиками выступает над корпусом. Это логично, потому что эти датчики должны плотно прилегать к нашему телу. Бока корпуса выполнены из сплава алюминия, то есть он металлический, холодит, и сбоку находится одна кнопка. Датчики реагируют, если вдруг определяют тело человека. Сверху, как я уже говорил, 1,7 дюймов экран, внутри TFT-матрица, и качество и яркость очень хорошие. На экране отображается разная информация, и дальше мы рассмотрим меню и сменные watchfaces. А сейчас немного о ремешке. Ремешок легко двигается, очень приятный, эластичный, выполнен из силикона, предостаточно отверстий и классическая застежка, но вот конец, остаток лишнего ремешка прячется уже по-современному. Мы одеваем, застегиваем, после этого прячем внутрь, и получается, что ближе к телу у нас находится ремешок. Не мешает, смотрится стильно и красиво. Но, правда, снять потом немного тяжело, потому что внутренняя часть в моем случае прилегает плотно к телу, плюс волоски, и когда вытягиваешь, есть определенный дискомфорт. Часы проверены, носил их несколько дней и сравнивал их с Mi Watch и другой моделью от Cubot. Ее мы рассмотрим в другом видеообзоре. Эта модель у нас W03. Сейчас они на зарядке стоят, потому что уже пришло время подзарядиться. В этой модели аккумулятор встроен на 260 мА. На первый взгляд маловато. Но если вы им очень-очень активно пользуетесь, то его хватит примерно на 12 дней, то есть практически 2 недели. Если же вы не такой активный пользователь, то смело можете рассчитывать практически на месяц, в среднем 25-30 дней. Это очень хороший запас. Версия Bluetooth 5.1 и работает на расстоянии до 15 метров. Основные настройки можно производить в меню. А если вы хотите более глубокие настройки, то есть отдельное приложение, с которым я вас познакомлю немного позже. Магнитная зарядка выполнена в виде длинного кабеля. С одной стороны USB, а с другой стороны 2 контакта и 2 мощных магнита. Как только мы подносим, она автоматически цепляется к нашим смарт-часам и происходит заряд. В этих смарт-часах встроен датчик активации при поднятии. Как только мы поднимаем, смарт-часы загораются. Посмотрели время, положили, и они тухнут. Это очень удобно, если вы не хотите, чтобы они включались, например, за рулем, когда вы водите автомобиль, или же когда вы отдыхаете в вечернее время или в ночное, то следует в настройках мобильного приложения установить функцию, чтобы прекратить активацию, например, с 10 вечера до 8 утра. Конечно же, этот экран сенсорный, и любое управление жестами у нас происходит путем свайпа. Прикасаемся, активируем экран, сверху опускаем шторку. Первый значок — это поиск телефона. Когда мы к нему прикасаемся, у нас появляется режим поиска, а смартфон, даже если он полностью отключен
и выключен звук, он все равно будет пищать вот такую вот мелодию. Нам достаточно включить или выключить, и после этого отключается управление. А здесь нужно отменить режим поиска. Теперь продолжаем знакомиться со шторкой. Дальше у нас идет будильник. Нет будильников. Чтобы они здесь появились, необходимо их создать в мобильном приложении. После этого идет настройка яркости. Здесь у нас несколько уровней яркости. Максимально 12, а минимально 1. И все равно экран очень яркий. Некоторые пользователи о подобной серии смарт-часов отзываются, что эти часы можно даже использовать как фонарик. Далее режим «Не беспокоить», чтобы не приходили никакие уведомления. И информация о ваших смарт-часах. Этот значок цепи или режим бесконечности означает, что подключены к Bluetooth. Ну а второй значок отображает уровень заряда. Его также видно на панели основного Watch Face. Также внизу отображается день недели в шторке, пятница, что характерно на русском языке, и время. Русский язык устанавливается тогда, когда вы синхронизируете при первом подключении к мобильному приложению. Язык сразу же становится такой же, как у вас на устройстве. Русский язык здесь присутствует. Мы познакомились со шторкой. Если сделать свайп снизу вверх, тогда мы увидим меню уведомлений. Значки отображаются от приложений, но не от всех. Например, Facebook показывает, а вот другие просто в виде изображения какого-то приложения. Любой можем нажать и прочитать. Шрифт, к сожалению, очень мелкий, но уведомления отчетливо видно. Можно их очищать, с телефона они не пропадают. Вам удобно, пришло какое-то уведомление, вы увидели и думаете теперь, стоит ли открывать ваш смартфон и реагировать как-то или отвечать. Отвечать с этих смарт-часов на уведомления нельзя. Также имеются быстрое меню, если делать свайп слева направо или же справа налево. Меню измерения пульса, просмотра сна и отчет о нашей активности. Обратите внимание, что здесь даже есть анимация. Теперь знакомимся с меню. Нажимаем. Первый пункт у нас упражнение. Здесь у нас 10 режимов. Бег на улице, ходьба на улице, бег на беговой дорожке, ходьба в зале. Далее идет пеший поход, степпер, велосипед, велотренажер, эллипсоид и гребля. Допустим, я хочу бег на улице. Нажимаю и сразу же стартует этот режим, без всякого отчета. Причем он сворачивается и сейчас не расходует, я имею в виду, дисплей не светится, не расходует энергию. Прикоснулись, показывает время, сколько сожжено калорий и дистанцию и так далее. Откуда он берет дистанцию? Если он синхронизирован со смартфоном и смартфон находится рядом с вами в кармане, в сумке, в рюкзачке, он получает от GPS вашего смартфона. Встроенного GPS в эту модель нет. Если же вам что-то нужно с GPS, то обратите внимание на одну из моделей серии Amazfit Bip. У нас недавно был обзор на Amazfit Bip S. Смотрите здесь в подсказках. Смарт-часы, у которых встроенный GPS и способен без смартфона помогать вам во время тренировок. Интересно, что во время тренировки можно сделать свайп слева направо, и у нас активируется режим музыки, потому что во время тренировки хочется что-то послушать. Есть управление громкостью, есть управление следующим и предыдущим треком и пауза. Ну а теперь, если нам нужно остановить, мы нажимаем. Точно хотите закончить? При этом завибрировал, а вибрация здесь вот такая. Нажимаем «Согласен» и статистика перед завершением. Далее в меню есть пункт «Шаги», о которых я вам говорил. Шаги считает корректно. Сон. Отображение сна показывает не сразу. Бывает, вы проснулись и нужно, чтобы прошло около даже 20 минут, чтобы здесь эта информация появилась. Режим пульса. Пульс эти часы меряют корректно. Как только они обнаруживают тело, спустя примерно 15 секунд начинается измерение. После полного измерения пульс останавливается и фиксируется на экране. Далее у нас идет следующий пункт меню. Это уведомления, о которых мы с вами уже говорили. Будильник. Будильник здесь настроить нельзя, только в приложении. А если они у вас уже настроены, то можно активировать их. Секундомер, старт. И время считает. При этом можно сворачивать, после этого вернуться. Секундомер продолжает при этом работать. Нажимаем запуск, обнулить и выйти. Таймер. Выставляем таймер. Нажимаем пуск. Раз, два. И начинает вибрировать.
3 вибрации и остановилась. Следующий пункт меню – музыка. Это по сути тот же плеер, который не в тренировках уже, а просто плеер. И можно управлять YouTube, музыкальным плеером, YouTube Music или каким-то видеоплеером. Режим «Находить телефон» есть отдельно в меню. Режим для женщин, но эта функция по-прежнему в этой прошивке почему-то не включена. И режим «Камера». Когда вы выбираете этот режим, у вас на смартфоне запускается от встроенного приложения для этих смарт-часов камера. И как только вы либо нажимаете, либо, как здесь написано, потрясите, то делается снимок. Своего рода как Bluetooth кнопка, удаленная для удаленного действия. И последний пункт – это настройки. Яркость, автоблокировка, переключатель. Сюда входит, например, активация, сигнализация о пульсе, если он повышенный, и поднятие руки, а также оповещение об отключении. Эти все функции вы здесь можете вручную настроить. Малоподвижный режим предупреждает, если вы не двигаетесь какое-то время и продолжаете сидеть, смарт-часы вам вибрируют, выскакивает напоминание, что нужно подвигаться. Меню циферблаты. Перейдя сюда, у нас есть несколько циферблатов. Такой, классический со стрелкой, вот такой. Девочки такие любят. Вот с луной. Есть еще вот такой и вот такой. Давайте выберем его. Покажу вам, как смотрится. Картинка под всеми углами очень четкая. При поднятии он всегда включается. Время для зрения. Вот первое, что вижу, очень четко всегда бросается в глаза. Все отчетливо видно. Раз и загорелись. Кстати, даже быстрее включается, чем мои смарт-часы Xiaomi Mi Watch, что дает этим часам даже плюс. Теперь смотрим мобильное приложение. Управляются эти смарт-часы приложением HiBand. Запускаем его. И первое, что нас встречает, это режим управления. Внизу есть режим бега и мои настройки, более глубокие для настройки смарт-часов. В разделе управления у нас отображается информация о том, сколько мы сегодня двигались, и информация о спорте, сон, ваш пульс, и можно еще настроить дополнительно отображение несколько виджетов, так сказать, на главном рабочем столе. Если вы планируете конкретно какую-то тренировку, тогда переходите в режим бег. И сверху указано, что данные получаются по GPS, а здесь движение из самого браслета. В разделе «Мои настройки» можно увидеть в виде бочонка заряд батареи. Ну а если кликнуть сюда, то очень много настроек, которые связаны с настройкой, например, критического пульса, и установить порог оповещения. Также есть поворот запястья, именно здесь и происходит настройка. Заходим сюда, и с какого времени не нужно, чтобы он активировался при поднятии. Можно привязать устройство к вашему смартфону. Режим низкой мощности, это значит, что расход аккумулятора будет еще меньший, но за счет каких-то других урезанных функций. Например, не так часто будет, включаться активация при поднятии, или же яркость будет тускнее. Сколько будет светить дисплей во время поднятия, настраивается здесь. Единица измерения, сделать фото, сброс пароля и настройки. Также в этом меню настраивается спортивная цель, сколько вы планируете поспать, что позволяет более лучше подсказывать вам какие-то уведомления или же следить за вашим сном. Ну а теперь реальные тесты. Сейчас вы видите изображение моей дневной активности, а также сна и измерение пульса. Причем пульс измерялся круглосуточно. Это говорит о том, что часы действительно очень актуальны и помогут вам следить за вашим самочувствием и состоянием здоровья. Статистика более-менее одинаковая, если сравнивать с моими другими смарт-часами, которые у меня есть. Одновременно тестировал сразу 3 версии, поэтому могу однозначно сказать, что они соответствуют заявленным характеристикам. Во время совершения звонка на смартфон высвечивается информация, кто звонит, а здесь имя, но правда таким корявеньким шрифтом. И если я хочу отклонить звонок, я нажимаю на эту кнопку. Звонок завершен. Ну и теперь осталось подвести итог. Смарт-часы не боятся воды. Они выдерживают давление до 5 атмосфер. То есть смело плавать в бассейне, принимать душ, мыть руки и просто делать какие-то водные процедуры эти часы не боятся. Экран очень отчетливо отображает всю информацию, сочные цвета, очень хорошо держит аккумулятор, крепкий, красивый, качественный корпус.
Дополнительно идет сменный ремешок. Давайте его достанем и посмотрим. И радует, что у него магнитная зарядка. Заряжается он с помощью этой зарядки около 2 часов. Вот вам, ребята, быстросъемные и в комплекте уже одеты здесь механизмы, которые держат наш ремешок. И ремешок тоже из силикона. Качество отменное. Если вы заинтересовались данными смарт-часами, ссылка есть в описании. Все нужное, кому-то даже для подарка, очень хорошая вещь. Не забудьте оценить труды лайком. До встречи в новых видео. Всем спасибо, пока.